Саша ощущал сильный холод, но не понимал, где он и что с ним происходит. Только спустя время он понял, что лежит на чем-то очень твердом и не может пошевелиться. В это время он услышал голоса. Разговаривали двое, и Саша сразу понял, что это врачи. «Какие у вас прогнозы, доктор?» «Никаких, он уже не жилец. Вы видели, что с его печенью? Ему осталось прожить от силы месяца 2. И я не назвал бы этой жизнью. Невыносимые боли, полное отсутствие контроля над физиологическими процессами и родственники, которые будут мучиться от того, что не смогут ему помочь. Я бы не хотел такого ни себе, ни тем более своим родным». «Я поняла. Забыла, вас в коридоре женщина ожидает. Сейчас посмотрю имя». Зашуршали перелистываемые бумаги. «Вот, нашла. Супруга Александра Васильевича, Дарья Александровна. Вы сами с ней поговорите?» «Да, конечно». Все вышли, а Саша остался лежать, замирая от ужаса. Значит, он скоро умрет, и его последние дни будут просто ужасными. Стоит ли так мучить Дашу, женщину, с которой он прожил 15 лет? Каким она его запомнит? Он нервно пошевелился, и медсестра, которая вошла в этот момент и увидела, что к Саше вернулось сознание, срочно вызвала доктора. Спустя несколько часов Сашу перевели в палату, и его первой посетительницей стала жена, Даша. «Дорогой, милый мой, хороший, как я рада, что ты пришел в себя. Теперь ты обязательно пойдешь на поправку. Я только что разговаривала с твоим лечащим врачом. Он мне это обещал. У меня для тебя есть одна новость. Я сама не могла в это поверить, но сейчас я тебе ничего не скажу. Дождусь, пока ты вернешься домой. Там устроим праздничный ужин, отметим сразу 2 события. Твое выздоровление и мой секретик». Даша была весела и щебетала, не умолкая, а Саша смотрел на нее и думал, зачем она его обманывает? Хочет успокоить, но к чему? Неужели она считает его таким малодушным? Нет, он не будет портить ей жизнь. В этот день он ей ничего не сказал. Не сказал и через несколько дней. Все не мог собраться с духом и с мыслями. И только перед самой выпиской Александр взял жену за руку. «Даш, мне нужно кое-что тебе сказать. Я хочу с тобой расстаться. Я полюбил другую, и она меня ждет. Ты что? Ты что такое говоришь? Этого просто не может быть. Как? Когда ты успел? Ты обманываешь меня?» «Нет, это правда. Если тебе не трудно, собери мои вещи, я заберу их и сразу уйду. Прости». Дарья выбежала из палаты в слезах. Когда Саша пришел домой, сумка с одеждой стояла у порога. Жены дома не было. Саша прошелся по комнатам, погладил подушку жены, снял со стены их общий портрет и положил в сумку. Достал альбом и выбрал несколько фотографий, забрал и их. Вышел в коридор, прижался лицом к шарфу жены и решительно покинул свой дом, шагнув в мрачную неизвестность. Он был уверен, что все сделал правильно. Даша не будет страдать. На ее плечи не ляжет весь этот ужас организации похорон, она быстро его забудет, пустив в сердце ненависть. Саша купил билет на север, он решил уехать в маленький сибирский городок и там подыскать жилье в каком-нибудь заброшенном селе. Пока у него есть силы сделать это, там он и уйдет, неизвестный и никому не нужный. Это будет правильно. Весь день Александр провел на железнодорожном вокзале, а поздним вечером, когда объявили посадку, он шагнул к вагону, оставляя вместе с перроном все, что любил. Но он не знал, что совершает самую большую ошибку в своей жизни. Тот разговор, который он услышал в реанимации, касался совсем другого человека. Действительно умирающего спившегося старика, подобранного на улице. Их в реанимации было 2, но Александр даже не догадывался об этом и считал, что это он обречен. А его жена Дарья не находила себе места. Она не верила в то, что ее муж мог так подло с ней поступить. Это в тот момент, когда она наконец-то забеременела. Даша не успела сказать ему об этом. Прошло 2 месяца. Александр теперь жил в маленьком поселке на краю тайги. Он снимал жилье у одного старика, который с удивлением смотрел на этого мужчину, который пытался уверить его, что его дни сочтены. «Что-то ты, мил человек, путаешь. Ты себя-то в зеркало видел? Ну какой же ты умирающий?» «Я не знаю. Я каждый день жду, что вот сейчас все станет плохо. Ну то ли воздух у вас тут такой, то ли природа, экология. Но чувствую себя хорошо. Ну вот и поезжай домой. Сам же говорил, жена у тебя. Ты зачем бросил ее? Чем думал? Ну или позвони хотя бы. Женщина мучается. Вот я со своей жил. Ох, сколько нервов я ей помотал. А если бы вернули мне сейчас мою Настеньку? Вот на этих бы руках носил». Дед показал старые морщинистые ладони. Саша взял телефон. Несколько раз он пытался дозвониться жене, но она не брала трубку. А потом вместо нее ответил незнакомый мужской голос. «Да, алло, слушаю». Саша положил телефон. Он решил, что у жены появился другой. А в это время Дарья была на приеме гинеколога. Она случайно забыла телефон на столе у лаборанта. И он машинально ответил на звонок. Дарья вернулась за телефоном, увидела последний незнакомый номер, но перезванивать не стала. Мало ли кто звонит по пустякам. Прошло 2 года.
Александр теперь работал в нефтеперерабатывающей компании, жил в своей квартире, в деньгах не нуждался. Он был хорошим специалистом в этой области и быстро поднимался по карьерной лестнице. Он несколько раз сделал обследование, убедился, что с его здоровьем все в полном порядке и понял, что тогда произошла какая-то ошибка, но ничего исправить уже было нельзя. Саша ездил домой и со стороны видел, что Даша гуляет с коляской. Значит, она замужем и счастлива, тем более, если у нее есть ребенок. Он сам отдал кому-то свою женщину и теперь будет всю жизнь расплачиваться за это одиночество. Но Дарья не была счастлива. Она еле-еле сводила концы с концами. Сынок родился болезненный и слабый. Ему требовались дорогие лекарства, чтобы поддерживать здоровье. А потом наступила та страшная минута, когда врачи порекомендовали провести дорогой курс лечения. Это даст хороший толчок организму малыша и запустит те самые процессы, которые приведут его к полному выздоровлению. Если же упустить время, шанс будет потерян и результаты необратимыми. Отчаявшаяся мать обратилась на телевидение с просьбой организовать ее сыну сбор пожертвований. Дарья верила, что добрые люди помогут ей и ее малышу. Александр сидел в спортбаре и наблюдал за футбольным матчем. Началась реклама, и он встал, чтобы выйти. Показывали какого-то ребенка, которому требовалась помощь. Саша отвернулся и тут же услышал свою фамилию и имя – Иван. Он резко повернулся и увидел заплаканное лицо своей жены. Даша, его Даша, нуждалась в помощи. Она показывала маленького сына и рассказывала, какая сумма нужна и для чего. Через 3 часа ближайшим рейсом Александр летел домой, а потом мчался из аэропорта на такси. И вот он стоит на пороге своей квартиры и смотрит на Дарью. Она, не веря своим глазам, отступила в сторону, он прошел и первый начал разговор. «Пусть твой муж простит меня, но я приехал помочь вашему ребенку. У меня есть деньги, и завтра мы с тобой пойдем в клинику и все решим. Только не отказывайся и отмени сбор. Позвони и скажи, что деньги нашлись. Если нужно, мы поедем за рубеж, но твой сын будет жить. Ты меня слышишь?» Но Даша не понимала его. И свои первые вопросы задала тихо, а потом перешла на крик. «Где ты был? Почему бросил меня?» «Нас бросил. Я не замужем и никого кроме тебя у меня не было. И Ванька твой сын. Я хотела тебе сказать, а ты сбежал. Я ненавижу тебя. Почему ты так с нами поступил?» Сашка обнял жену и крепко прижал к себе. А у нее была настоящая истерика. Все, что накопилось за эти годы, прорвалось словно плотина. Только теперь он увидел, как бедна квартира, как плохо одета сама Даша, и увидел маленького мальчика, который стоял в дверях своей комнаты, засунув пальчик в рот и начинал испуганно всхлипывать, потому что плакала его мама. Только теперь Александр понял, что он натворил, и упал перед женой на колени и начал свою исповедь. Она слушала его, не перебивая. Когда он закончил, спросила: «Как ты мог быть таким малодушным? Почему не поверил мне? Ты знаешь, что я пережила за это время? Нет, дорогой мой, тебе этого не понять. Я приму от тебя помощь, но только как Ванька выздоровеет, ты уедешь к себе и не будешь нас больше тревожить. Нет, ты не сумеешь прогнать меня. Я останусь жить у твоего порога. Соглашусь спать во дворе на скамейке, но буду теперь всегда рядом и никому не позволю обидеть вас. Я смогу защитить и тебя, и сына от всех невзгод. Ты можешь меня не замечать, не подпускать, не прощать, но прогнать тебя меня не удастся». Дарья вздохнула и взяла на руки сына. «Смотри, Вань, это твой папа. Он вернулся и хочет, чтобы мы ему поверили. А я не знаю, что нам делать, сынок». Прошло 3 года. Александр забрал семью к себе и делал все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались. Ваньку вылечили, и постепенно Даша оттаяла, простила, поняла мужа. «Даш, родная, вы двое моя жизнь и мое счастье». Саша поцеловал жену. «Надеюсь, что Бог простит меня за то, что я натворил». «3, Саш, 3. Ты опять ничего не замечаешь. Дашка, дорогая моя, у нас будет еще один ребенок». Сашка радостно вскочил на ноги, Даша кивнула, и Саша понял, что его простила не только жена, но и небеса.